Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с самыми безумными тестами. Надеюсь, что они вас будут от покупки чаще отворачивать, и я смогу еще вначале чаще повторять, что это экономит ваши деньги. Что вы сейчас видите? Это iQOO Neo 9 Pro. Да, это все еще Vivo. И насколько он хорош или плох, решать вам. Напоминаю, что у нас здесь стоит процессор Dimensity 9320. Он выбивает 1 миллион 300 тысяч баллов в Antutu. Внутренняя память супер быстрая, 177 тысяч баллов в Antutu в Storage тесте. Сейчас у нас был отключен усиление голоса, функция усиления. Вот сейчас функция усиления голоса была включена. Как работают микрофоны, вы сейчас слышите. Почему у меня нет особо дикого воодушевления? Наверное, потому что существует еще iQOO Neo 9, обзор на который, скорее всего, уже все видели, это раз. И два, по мне он является более выигрышным аппаратом. А интересно то, что по большому счету модули здесь одни и те же основные. Здесь ультраширик у нас на iQOO Neo 9 Pro покруче будет на 50 мегапикселей, но мы на него снимать все равно сегодня не будем. Мы, как всегда, делаем обзор одним кадром. Обзор одним кадром — это когда я хожу и рассказываю чуть-чуть вам о девайсе. По большому счету расцветки те же самые. Ради интереса я купил iQOO Neo 9 Pro, Vivo iQOO Neo 9 Pro в голубой расцветке. iQOO Neo 9 у меня был из кожзамов красно-серый или бежевый. В общем, можете посмотреть на канале. Разумеется, в кожзаме оно поприятнее, поинтереснее выглядит, но не это важно. Важно для вас, как работает здесь камера. Почему? Потому что я не совсем понимаю, для кого я сейчас делаю обзор, так как iQOO Neo 9 Pro не будет на глобалке, будет iQOO Neo 9, и он будет в Индии, скорее всего, iQOO Neo 9 Pro называться. Что там будет с бендами? Скорее всего, будут все бенды. Что в iQOO Neo 9, что в iQOO Neo 9 Pro. У нас отсутствует 20-й бенд. Для многих это не важно. Для многих не важна агрегация частот. И, в принципе, вы в интернете встретите как бешеное количество комментариев по поводу того, что бенды эти им не нужны, людям, которые пользуются и 7-го вполне достаточно, а 20-го нигде не видели. Так вы увидите, что 20-м бендом пользуется в какой-то области Мегафон, для примера. И на трассах между городами, и пусть он даже медленный, но это 4G. К чему это все? К тому, что смартфон насколько хорошо снимает, вы сейчас можете оценить. Пиарить его особо смысла нет, потому что я один из сектантов, наверное, Qualcomm. По моим тестам Dimensity обычно ведет себя хуже. Хотя, опять же, выбивает большее количество баллов. Если взять тот же Poco X6 Pro, который я сегодня уже закончил с ним историю, то у Poco X6 Pro история была вообще простая. У него 8320 Ultra стоит. И яркость он не держит вообще из-за этого. Я говорю про пиковую яркость. Экран здесь максимально шикарный, 144 Гц, которые вам придется разлочивать. Проблемы с китайскими версиями, я напомню, потому что большинство говорит, что их нет. Они есть, были и будут. У вас, допустим, оповещалки на Always On Display стоят. И они могут быть только от китайских каких-то программ. Это все можно настраивать, но после того, как приходит обновление следующее, вам приходится настраивать все это заново. По поводу супербыстрых зарядок на 120 Вт и всего остального вы можете посмотреть в полном ролике. Почему? Потому что здесь у меня основная миссия показать, какой съемкой вы сможете располагать. Но, повторяю, я не знаю того человека, который будет приобретать именно iQOO Neo 9 Pro. Почему? X10 максимум в 4К 60 FPS, потому что ест он очень много и быстро. Да, вы, возможно, сможете поиграть на максималках в тот же Genshin, но поиграете вы 2 часа. И все. Если говорить про съемку, мне не особо нравились алгоритмы, как снимает он, когда я делал обзор, я об этом говорил. И сейчас ничего не поменялось. И мне кажется, здесь дело не в сенсоре, а дело в алгоритмах работы процессора с этим сенсором. Можете меня поправить, может те, кто смотрел обзор на iQOO Neo 9, увидели лучшую картинку, но у меня по ощущениям именно основной модуль почему-то больше нравится картинка с iQOO Neo 9. Но опять же это другая история. Видите, я уже начал пытаться ходить с фотоаппаратами для того, чтобы чуть-чуть подснимать на них. К слову, у меня есть в моей личной телеге. Сегодня я специально снял
в лифте на этот фотик, это ZV-10E от Sony Alpha, который с китовым объективом, видео, как обычно снимаю на смартфоны. И вот этот великолепный смартфон по мне снял сейчас видео лучше, более приятно. Почему? Потому что вся эта мобильная съемка, она дорисовывает то, что вам надо, то, что не надо. И иногда это очень хорошо. Сейчас съемка против солнца. Все еще шумоподавление включено. К слову, в тех же условиях практически я снимал сегодня одним кадром также на Poco X6 Pro. И вроде бы получилось довольно неплохо. Но там сенсор стоял очень древний. Поэтому насколько хорошо снял Poco, вы можете посмотреть на этом же канале. Если говорить про какие-то фишки, вроде бы у нас ценник такой приятный с одной стороны, но с другой стороны и русский язык здесь есть, и Google сервисы сразу на борту, Google Play Store устанавливаешь, и все, и никаких тебе проблем. Но каких-то тоже особо супер крутых фишек, кроме быстрой зарядки, притом она такая быстрая, знаете, было за 200 ватт у этих Realme, опять же, и у всех остальных от BBK, а сейчас они ставят зарядки, понятно, протоколы другие, 120 ватт. Ну вот он маркетинг. То есть мы начинали там с 200 с лишним ватт, а теперь возвращаемся опять на 100 там, или на 60, как у Poco. Если говорить о камерах, телевика здесь нет, ультраширик. Кому нужен, наверное, этот смартфон нужен, кому нужен ультраширик, хороший достаточно. И все, потому что здесь довольно большая дырка у фронталки, нет мини-джека, инфракрасный порт в наличии, но не является он ни флагманом, потому что топить его нельзя, ни каким-то средняком. Если бы вы были в Китае, да, я бы сказал 144 Гц в играх, но вы не в Китае, у нас почти нет этих игр. Если вы, допустим, какие сценарии использования вы для 93.2.0 с ультрашириком, который может снимать в 4К, можете мне написать. Не могу я. Нет у меня отношения к этому делу, потому что насколько крутой Neo 9, учитывая его стоимость, настолько для меня странный получился Neo 9 Pro. Для кого, для чего и почему. Можете написать ваше видение, чем он лучше. Потому что я не знаю, по мне он хуже. Девайсу от меня нет. Опять же, из-за процессора, из-за разницы в стоимости между Neo 9 и Neo 9 Pro. Может быть, кто-то будет накатывать глобалки на все эти смарты с индийской прошивкой. Зачем? Напишите. Но, скорее всего, как раз, опять же, чтобы не было проблем с оповещениями и всякой китайщины, которая после обновлений тоже будет выползать. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Сколько весит файл, я напишу. Мы с вами 8 минут проговорили. Ультра маленький обзор, потому что мне нечего сказать по поводу этого смартфона. Обзор был, на стриме гоняли. Всем отличного дня. Не забудьте подписаться еще на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании.